Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Хвартивая. Сегодня хочу показать немного контента. Ну как немного, я бы хотел бы хорошенько показать контент. Смотрите, сборка звучит так. Это первое, маги плюс волшебники, но через Кириллину и через физический билд. То есть, я делаю волшебников, как обычно. Делаю 9 магов ради контроля. И Лина будет у меня в троечку, плюс у нее будет керри шмотки, там всякие МКБ и так далее на отхил. Это первый билд. Второй билд я буду играть на гриперах. Ну и третий, я уже как бы подготовился, поэтому вот у меня есть SF. Волшебника пока не ставлю, потому что он не нужен. Четвертое, здесь и есть Зевс. В принципе, можно будет попробовать боги-маги сыграть, тоже будет неплохо и интересно довольно-таки. Тинкер пришел, но может быть получится со старта у меня на винстрике поиграть, хотя я более чем уверен, что вряд ли. Или же реально сыграть на гритерах, но через Сларка. Не знаю. Не знаю, короче, загадывать не буду наперед, поэтому пока делаю вот так. Вот тут у меня минус армор уже есть один предмет. Хотя на самом деле для того, чтобы играть через Лину, мне нужна всего лишь, наверное, мана плюс 40 и блинк. То есть 70 маны со старта, нюк в 500 урона у меня будет сразу тоже со старта, поэтому... Короче, задумку сказал? Сказал. Запомнили? Запомнили. Ну и по традиции, это у меня не получится сделать, поэтому... Сильно не огорчаемся. Почему по традиции я говорю? Потому что обычно, когда я загадываю наперед, то все уже прекрасно знают о том, что, скорее всего, у меня это не получится. Сколько раз уже такое было? Много? Так, мана плюс 40. Ну, палка плюс 20% скорость атаки я возьму. Это неплохо и нехорошо, конечно же. Если я сейчас мобам откисну, это будет вообще замечательно. Старт удался, как говорится. Но я надеюсь, что все-таки я мобам не откисну. Ну давай хотя бы парочку еще. Ну еще. Не откисну, слава богу. Я уже подумал о том, что я реально откисну сейчас мобами, у меня вообще такая... Обидно, печально, ну да ладно. Тут еще надо главное смотреть, кто против меня. Потому что если против меня будут гритеры, то моя сборка и моя идея сборки, она просто улетучится так быстро, как, я даже не знаю, как это озвучить. Насколько быстро она улетучится. Максимально быстро, я бы даже сказал. Поэтому не знаю, посмотрим. Пока посмотрим. Эгида мне 100% нужна для такой вот сборки. 300 хп, кстати, надо бы взять. Я возьму, наверное, пока сделаю так. Пусть будут пока у меня вот такие вот шмотки. Мне, в принципе, нормально пока. Они не идеальные, но и не супер хорошие. Но и, как бы, для того, чтобы они были супер хорошими, у меня пока никого нету. Если бы у меня там были, знаете, например... Там уже Лина со старта. То есть я бы знал 100%, что мне нужна такая-то шмотка. А так как я не знаю, что мне пока она не может и не прийти. Поэтому пока играем так. Гида мне приходит хорошо, замечательно. 2 гиды даже поставлю, 2 гиды намного сильнее будет. Тролли вообще приходят, хотя на самом деле троллей, они мне не особо не нужны. Ну зачем они мне нужны? Не нужны. А вот билд... Волшебники плюс маги нужны. Эгида есть, отлично. Мартретка у чувака есть. Рыцари тут. О, гоблины мехи. У него сильный билд, кстати. Очень сильный билд у чувака. Ого. Посмотрите, какой у него расширенный пул. Я не знаю, зачем так делают со старта. Просто со старта тебе нужно увидеть легендарные фигуры и понять, нужны ли они тебе, эти легендарные фигуры. Если же тебе эти легендарные фигуры, не нужны, как бы, зачем? Да попытаюсь их собирать. Кстати, еще один момент. Мне для моей сборки нужен будет тренд в троечку. Тренд у него будет микростан из-за того, что будет 9 магов. Это прям, сочно будет. Сочно, классно, замечательно. Так, ты сюда. Вы мне не нужны, ребятки. На самом деле, я уже мог бы выйти в хороший инкам. Кстати, есть ТБ еще. Вот у меня ТБ со старта пришел. В принципе, можно было бы реально и на ТБ сыграть. Я пока его возьму, пусть стоит. Как демон будет стоять у меня. Наверное, уже поставлю волшебник. Хотя на самом деле мне маги вообще не приходят. Мне как бы фура пришел. Но тренд еще не пришел. Тут, скорее всего, тоже чувак хочет сделать себе 9 магов через волшебников. Лустрик уже вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, не знаю пока что будет. Будем смотреть. У меня, в принципе, даже есть тут пандочка. Может получится забузить панду шамана. Хотя не знаю. Наверное, панда шаман такое себе. Плохо будет. Хотя посмотрим. Меня, кстати, по-моему, вынесли. Не по-моему... Меня чувак вынес
имея вот такие вот персонажи. Классно. Классно. Обалденно, я бы сказал бы. Марс двойку все-таки дает чудеса, получается. 250 урона. Массового урона, давайте так я скажу даже. Так, панда не приходит пока. Ну, в принципе, мне нормально то, что панда не приходит пока что. Хотя, на самом деле, я бы ее, наверное, и скипнул. ТБ. Нужен ли мне ТБ все-таки? 2 тролля это хорошо. Ладно, пусть пока панда стоит, ТБ я, наверное, все-таки скипну. Резака тоже скипну. 11 монет. Нормально. Пока нормально. До 10 раунда, по сути, у меня будет где-то 20 монет, если ничего особо приходить не будет. А так как я вижу, что мне особо на самом деле и не приходит, поэтому, скорее всего, реально у меня будет 20 монет со старта. Ну и ладно. Жалко, что на этой пассивке не пишет, сколько времени отката в этой пассивке. Было бы очень хорошо. У нее же есть КД, вот 5 секунд, потом 4-3. Опа! А это заявочка. А это заявочка. Не, ну... Блин. Ну а что делать теперь? Я возьму уровень, конечно же, потому что билд очень сильный, то беру. Поставил уже сейчас морскую. Может получится панду в тройку забузить и сыграть через кунг-фу. Хотя тут если будет магия, тут скорее всего будут магия. Блин, ну хотелось мне идею опять реализовать, но похоже не получится, потому что у меня кунг-фу панда пришла. Ну просто тоже скипать ее из-за того, что мне пришло что-то другое, ну... Это грех. Блин, ну медальон 25 уклонения вообще нельзя скипать. От слова совсем. Короче, сейчас посмотрим, может я реально сыграю на мага. Через кунг-фу. То есть где будет 9 магов и кунг-фу. На самом деле это, по-моему, бредятина какая-то. А каким образом он сдох там? Заметили только что этот момент? А каким образом он здесь сдох? Я не понял. Никакого урона не прилетало, по итогу чувак здесь откис. Ну, как-то несерьезно, если честно. Бред какой-то. Ладно. Окей. ЦМ, Омник в двойку. Ого. У меня пока что неплохо, на самом деле. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, так дальше и будет. Но я бы хотел, наверное, заабузить эту панду в троечку. Вот было бы прикольно ее в троечку заабузить, она была бы очень сильной. И на самом деле я бы сделал кунг-фу магии. Это было бы очень сильно, потому что здесь даже есть бог. И по сути можно сделать 4 кунг-фу через богов. И это прям будет песня. Почему нет? МК взять, магов набрать. Ну да, в принципе, можно попробовать сделать такой билд. Это будет даже очень сильно, если я забузю эту панду в тройку. Поэтому, в принципе, имеет право жить. Почему нет? Ну, как обычно начинается. То есть, я загадал одно, получится второе, третье, 10. 30 монет у меня уже есть, хорошо. Мне не хватает, вот, на самом деле, волшебников. Были бы у меня уже волшебники, я бы уже выставил бы эту синергию как надо. Но тут, скорее всего, кстати, реально соберутся маги через волшебников. Ну, по-любому. Вот у меня есть такая чуйка, что соберутся, ну, 100%. Маги через волшебников. По-моему, этот типочек хочет сделать себе маги. Хотя нет. Или этот. Короче, кто-то из них 100% хочет себе собрать магов через волшебников. Тут, кстати, вот тоже собирают эгидов. Ну, не знаю. У меня 30 монет. 10 раунд. Идеальный инкам на самом-то деле. По хп все четко. По инкаму все четко. По фигурам, ну, на самом деле, можно было бы и получше. На самом деле, реально можно было бы и получше. Потому что это не супер идеальные фигуры. В двоечку бы там Эгида, там тролль в двоечку, панда в двоечку. Потому что сейчас я реально могу откиснуть. Но мне до сих пор вот удивляет, каким образом я шотнул здесь фигурку. У меня панда не летала туда еще. Каким образом? Как это вышло? Необъяснимо, но факт. Так, моба мне откис, замечательно. А то у меня, знаете, уже в каждом ролике почти, если я не откис на 10 раунде, либо на 15-м, ролик пройдет зря. СФ приходит.
Ох, идеальная шмотка. Короче, чтобы вы понимали, вот эта вот шмотка, она идеальна. Для кунг-фу она просто шикарная. Лучше шмотки не найдешь на 10 раунде. Особенно если у тебя фуловая кунг-фу выставилась, то забейте просто. Просто забейте. Вы будете эту игру просто уничтожать. На самом деле, не знаю, я не хочу, наверное, тролля сейчас составлять. Я бы тролля скипнул, поставил бы SF. Мне кажется, SF будет намного помощнее. Ну, есть у меня такое впечатление, что будет помощнее. Но, кстати, я сейчас проиграю, скорее всего. Да, у меня сейчас вроде бы проигрыш здесь должен быть, если я правильно понимаю. Да, проигрыш. О, намного сильнее бил, чем у меня просто. Если бы у меня была кунг-фу фуловая, то я бы сказал, бы, что я его вынесу. Налегке причем. Опа, сюда. Давай еще одного. Еще одного. Ну приди еще один, а? Ну еще один. Еще одна паночка нужна. Ну реально, мне хочется собрать боги плюс маги. Боги-маги, я думаю, это будет прикольно. Боги-маги плюс... Плюс. О, кстати, здесь тоже кунг-фу собирается. Только я не знаю, какой здесь кунг-фу будет, но тут кунг-фу собирается. Боги, маги плюс кунг-фу. Было бы, ну, вот это реально было бы круто, потому что эта панда набьет магическим уроном, у нее будет буститься этот магический урон. Радиус у нее огромный на самом деле, на который она будет прыгать. Не знаю, короче, посмотрим пока так, а там будем смотреть дальше, потому что, ну, идея у меня есть. А вот как получится ее реализовать, пока не совсем ясно. И, кстати, SF заменю, поставлю лучше эту панду. Мне кажется, так будет намного мощнее. У нее тоже кунг-фу. Тут еще один чувак будет на кунг-фу. Ну ладно. Я надеюсь, моя кунг-фу будет сильнее. Сильнее, чем твое. Поэтому, чувак, готовься. Я возьму, наверное, 7 уровень и там немного подролю. Почему немного подролю? Потому что мне нужно найти волшебников. Когда найду волшебников, мне будет намного легче играть. Ну, кстати, опять тролль, может его взять. Вот так вот поставить. Я, наверное, все-таки его пока оставлю. Жалко, мне и гида в двойку не пришел, и Сэф в двойку не пришел. Было бы вообще идеально. О, лундруид в двоечку. Неплохо. Ну, ну у него на самом деле очень неплохо. У него инкам хорошо, у него лундруид, у него фуловые друиды, если что. Тут будут звери фуловые. Но он будет разносить и разваливать очень сильно. Поэтому мне нужно будет против него что-то, ну, что-то думать. Если я просто что-то не придумаю, то, скорее всего, он будет и выносить меня. Причем очень быстро. Кстати, ребят, я уже много раз говорил в своих роликах. Помогите мне достичь 1000 подписчиков. Осталось совершенно немножко. Вот совершенно, прям грамулечку осталось. Всего лишь 120 человек осталось. Поэтому, кто меня сейчас смотрит, обязательно сделайте подписку. И тем самым вы мне поможете. А еще поставьте свой лайк и оставьте комментарий под видос, чтобы он залетел в рекомендации. Поэтому всем огромное спасибо, кто откликнется. И второй момент. У нас есть телеграм-канал. Там у нас есть чат комьюнити, где мы все общаемся, переписываемся. И есть места в шахматный клуб. Все это будет закреплено в комментарии, поэтому подписывайтесь. Так. Био уже начал разваливать. Угу. Короче, смотрите, на 7 уровне я подролю немного. Может, отхил поставить, а не эгиду. Хотя, мне кажется, если я поставлю эгиду, то позже будет. Фуловые люди. Вот это вот плохо, то, что у него фуловые люди, потому что он сейчас... Ну, у него инкама, конечно, нет, но у него есть фуловые люди. И тем самым он будет разваливать, скорее всего. Будет очень больно. Надеюсь, приходить у меня... Ну, на самом деле, лучше бы он приходил тому, которому он проигрывал. Это было бы идеально. Но, как мы знаем, такое может не получиться. Ну, как там панда разговаривает. Давай, шот. Ну, шот. Ну, какой, ну... Еще шот. Шот! Хорош. Я просто не хочу проигрывать и сейчас кучу хп терять. Звери. Ну... Ладно. Дум. Как я говорил ранее, я хочу уже подролить немного. Подролить мне нужно ради того, чтобы найти себе... Кого найти? Кого найти? Очень плохо то, что он сейчас выигрывает. Короче, мне нужно сейчас подролить и найти себе Марси. С Марси я буду 100% уверен, что я буду выносить здесь все и вся. Еще, ну, эту панду бы реально заабузить в троечку. Ну, хотя, ну, в троечку она была бы очень сильно, потому что под магами, под всеми делами там прям лютый развал был. Сейчас будем смотреть, как оно будет. И от этого уже будем отталкиваться.
На самом деле сеф мне нужен. Ну, вот такие вот ребята мне нужны. Поэтому я сейчас буду ролить, чтобы найти двух волшебников, это первое. Может и сефа в двойку забузить там получится и так далее. Тренд. Кстати, тренд почему нет? Тренда можно заобузить немножко. Хотя нет, не получится. Вообще не приходят волшебники. Просто кучу денег потратил. Это очень плохо. Так, обезоруж и мана плюс 300. На самом деле мана плюс 300 возьму. Мне вообще улучшение особо не пришло. Это плохо. Это очень плохо. Ну ладно. Мне бы хотя бы, чтобы Марси пришла с волшебниками. Тогда я буду уже побеждать всех. Панда в двойку мне пришла. Это вообще шикарно на самом-то деле. Лучше представить нельзя. Мне не нравится, что этот чувак выигрывает. У него фуловые люди были. Он сейчас кучу уровней себе подымет. Вот, спасибо. Оп, спасибо. Так, хорошо. Сюда. Ты продаю, ты продаю. Марси сюда. И волшебник сюда. Все, отлично. Лучше просто, ну, не представить сейчас. Так, не, ладно, лучше можно представить, вот. Жалко, кстати, что мне не пришла манта, было бы вообще идеально. Сейчас будем абузить. Сейчас будем абузить, апнем немножечко персонажей. Будем абузить панду в тройку. Мне нужен СФ, мне нужно будет много ребят. Вот этого чувака надо выносить. А, это не он пока что. Ну, в любом случае, надо выносить. Апгрейд есть, неплохо, конечно, но можно было бы и получше. Так, мне нужен один волшебник. Отлично. Лучше не представить. Лучше не представить. Так, ты мне не нужен. Так, теперь делаем абуз. Абуз нам нужен. Плюс 300 хп я скипну. Так, ну этот предмет мне все не нужны. Блин, мана плюс... Это плохо. Мне бы на самом деле какой-то... А зачем? О, вот так, мана есть, все отлично. Сейчас объясню, что я сделал. Почему именно так, а не как-то по-другому. И, кстати, наверное, мне все-таки придется пообузить немножко и сефа тогда. Я не знаю, посмотрим. 18-й раунд. Ну, на самом деле, если мне все быстро придет и хорошо, то будет все отлично. Если будет приходить очень плохо, то будет все очень плохо. Ну, как бы, понятно, ясно, дословно объяснил. Котел, отлично, котла я заберу. Я буду брать уровень, мне нужен 8. По-любому 8 нужен, как бы гадалки не ходи. Эти предметы не очень... О, кстати, отличный предмет. Мне нужно будет эгиду в тройку апнуть. Что еще мне нужно? Так, тут фулл боги под магами. Ага. Это плохо. Боги, маги, боги, маги. А что происходит? Сейчас не пойму, почему так много богов и магов? Тут есть фуловый зверь, кстати, вот огромная проблема для меня. Короче, сейчас будем думать. Потому что на самом деле боги-маги это серьезно. Богов же апнули, они теперь могут работать с расой, поэтому, ну, проблемы явно будут. Гадалки не ходи, но проблемы явно будут. Хорошо, что чуваку винстрик сбил, отлично, даже я бы сказал бы. Так, мне нужны персонажи, которые сейчас не будут там взаимодействовать. Так, тебе сюда, вот так вот. Мне нужны сейчас будут фигуры, которые не будут взаимодействовать друг с другом. Так, вот так вот поставлю. Мне поэтому нужен шар бездны будет. Он тут то, что у него фулл люди, это прям... Такое. Короче, придерживаемся ситуации, собираем богов, собираем магов. И кайфуем от игры. То, что 2 шкатулки мне пришло, это очень хорошо. Одобрено, как говорится. Так, пришел, отлично. Берем уровень еще. Поставлю кунг-фу, наверное. Хотя, подожди, зачем мне кунг-фу? Не, ну пусть панда будет. Пусть панда будет. Панда, мне кажется, намного поярче будет в любом случае. Так, и шкатулку я тебе закину. Чтобы как... Опа!
Ну, взгляд АЗС, кстати, это классная тема. Идеальная тема, особенно против... Там боги-маги. Не, плохая тема сейчас. Хотя, ну... Какая хрень упала, боже мой. Ну, ужасная шмотка упала. Очень ужасная шмотка упала. Вот объективно ужасная. Я даже передать словами это не могу, насколько она ужасная. Да. Но мое выражение лица может спокойно показать вам, насколько это ужасная шмотка. Да. Ладно. Будем думать. Не знаю, кому этот шмотку отдать. Мне нужен армор. Мне нужно уклонение. Давай тебе уклонение. Может, ты, чтобы успел закастить. Может, ты не успеваешь закастить. Ой, зачем я рванул? Лишь нужен уровень. Короче, я опасаюсь двух человек. Во-первых, это фулового мага под богами. У него еще и Зевс. Второе, вот этого чувака Хари. Ну и фулового зверя, естественно. Куда ж без него? Хотя на самом деле я бы мог сейчас на 9 уровне остаться. Я, наверное, так и сделаю. Я буду просто ролить. Ролить для того, чтобы у меня было больше фигур. Это раз. Второе, для того, чтобы у меня, ну, усилить стол. Вот, чувак мне там на богах только что вынес, если что. Боги-маги он меня вынес. Это очень плохо. У меня просто никакого магического, ну, магической защиты никакой нету. Боги плюс фуловые маги. Это очень, ну, это огромная проблема для меня. Я не знаю, как его выносить, поэтому... проблемы есть. Так, ты скилл-лины стырил, тут котел. На самом деле мне и котел не нужен. Короче, сейчас на 9 уровне буду просто ролить. Буду находить там всяких богов и тому подобное. Но на самом деле мне нужна эгида будет. По-любому. Под мою идею, которую я хочу, мне 100% нужна будет эгида. Вау. Я кому-то еще и стрик сбил. Не, ну такое мне нравится. Кстати, не приходит мне от слова совсем чувак один. Это плохо. Темпларка, кстати. Ну, кстати, темпларку можно поставить. Мне кажется, неплохая тема будет. Как минимум из-за того, что защиты много будет у меня. Гида еще. SF. Я буду брать панду. Гранд Геральт мне не нужен, и SF буду апать. Нужно гиду апать. Хотя на самом деле мне и темпларка особо не зайдет, потому что под богами она мне ничего не может сделать. Ну, она ничем мне не поможет. Котл еще поможет, кстати. Чисто полетал по одному чуваку. Ну вот, вот. То, что я говорил. Один человек у него остался, он мне вынес. Это чисто из-за того, что у меня нету никакого дефа. Вот никакого. Зато выпало волшебное зеркало. Это плюс. Огромный плюс, если что. Ни в коем случае это не минус. Вау. МК это, конечно, хорошо. Но я думаю, чуваки понимают прекрасно о том, что они выигрывают чисто из-за того, что я хочу загрузить себе панду в тройку. Вот чисто из-за этого. Я им как бы даю фору. Поэтому пока у них есть фора, пусть они занимаются своими делами. Потому что дальше у них шансов как бы все меньше и меньше становится. Намного меньше. Предмет надо выкинуть вообще. Сюда сферку. Я надеюсь, сейчас шар бездны выпадет, чтобы у меня вообще был лакшери жизнь. Так, сейчас быренько расстановочку. Так, хорошо. 2 гиды мне больше нравятся, поэтому 2 гиды ставлю. Шар бездны, отлично. Вот просто на самом деле шикарно мне сейчас упало то, что выпало шар бездны. Теперь мне нужно некоторые шмотки скипнуть, которые, ну, мне от слова совсем вообще уже не надо. Бум-бум-бум. Вот это вот 3 шмотки скипну. Так, Радик. Хекс такой себе предмет на самом-то деле, хотя, ну, неплохо. 60% магического урона. Если я хочу магический билд, то, скорее всего, мне он и понадобится. Это неплохой шмот. Он застопит, скажем так, основных хикери персонажей.
Что, наверное, я и сделаю все-таки. Хекс я не буду скипать просто так. Так, что еще я такое могу забрать? Я могу еще вот этот скилл забрать. Вообще шик. Кстати, вот этот предмет я дам второй гиде. Так будет намного безопаснее для меня. Магов в этой катке просто тонна. Ну, кстати, я лондруида захексил. А у него рефрешер плюс МКБ, поэтому вообще шик. Если бы еще котел успел чуть раньше закастить, было бы идеально. Но котел не успел чуть раньше закастить. Ну вот, просто... Мишки просто меня разорвали. Ну ладно, меня в принципе устраивает. Блин, там 12 уровень уже, чувак, боже. У меня проблема. Огромные проблемы у меня, если что. Они не маленькие, а они огромнейшие. Там куча магов. Маг и 2 зверя. И один еще и через... Так, Зевс, отлично. Но мне, скорее всего, придется как-то дефаться. Ладно, SF я продам. SF мне не нужен уже. Я бы на самом деле его и здесь продал, но он пока нужен. Он довольно-таки сильный персонаж, поэтому я его не буду скипать. Магическая защита как бы есть. Но и как бы ее и нет. Вот элементалиста. Но он меня сейчас порвал. Но они выигрывают чисто из-за того, что я не делаю себе фуловое кунг-фу. Вот чисто из-за этого они выигрывают. Минус 12. За что минус 12? Каким образом он мне это сделал минус 12? Вообще непонятно. Чуть просто сидят и думают, боже, чел, спасибо, что ты такой добрый. На самом деле, реально, выставить сейчас фуловое кунг-фу и просто разорвать здесь их и вся. 6 духов. Да! Рвется это просто, ну, как 2 пальца об асфальт. Эх, 30-й раунд. Надо думать. Ладно, уклонение это, конечно, хорошо. Но намного лучше, когда есть магическое сопротивление. Вот намного лучше. Просто бы мои бы чуваки сейчас разрывали все и вся. А так. У меня он даже звери. Не, надо уже забирать. Надо уже все. Надо перестраиваться. Меня вынесут. Я ничего сделать не смогу. Хотя можно еще пару раундов потерпеть. Варлок пришел. Вот можно и нельзя терпеть одновременно. Вот можно и нельзя. Зевс пришел. Разор есть. Ладно, Варлок. Ладно, уровень берем. Все это, конечно, очень круто. Магов тут тонна. Зверь есть еще один. Ну, зверь-то ладно. Зверя я как-то задефаю. Тут проблема в другом. А конкретно в магах. Но магов можно задефать. Там просто собираешь себе сейчас морских и выносишь. Просто вот как мы видим, меня пока выносят. Панда не приходит. Спасибо. Хочу интересный контент сделать. А для того, чтобы его сделать, мне нужно попотеть. Выставить фуловое кунг-фу. Выставить магов. Сейчас, короче, жду. Если придет одна панда, то я ничего больше делать не буду. Выставляю себе просто богов-магов и все. Горн он поставил. Но это, конечно, без толку, потому что он там Горн поставил. Но он сделает себе сейчас 9 магов плюс элементалисты и боги. Ну, как-то так у него будет. У него 3 яйца еще. Мне бы на яйцо пришло, было бы вообще шикарно. Сейчас БКБ придет, будет намного проще. Но на самом деле мне не то, что БКБ нужно, мне там малое сердце нужно, вот такое вот. Это намного лучше предметы. Радик. Ну, просто не приходит. Ладно, я не могу уже терпеть, ждать. Рефрешер. Не нужен. Мана плюс 40 со старта. Спасибо, классный предмет.
Замечательный, я бы даже сказал. Поэтому это тебе. Тебе. Так, вот так, так, так. Маны у меня много. На самом-то деле, потому что у меня есть мана реген. Эх, плохие предметы мне падают. Тут очень плохие. Но на самом деле... Не эти мне предметы чуть-чуть нужны. Ну вот не эти, явно. Ладно, последний раз терплю. Пробую. Да-да, нет-нет. Играем так. И на самом деле можно было бы немножко по-другому это все сделать. Ну ладно. Сайленс как бы есть им на лицо. Ну, так еще норм. Чувак думает просто такой, боже, чел, что ты творишь? Что ты там такое собираешь? Ну, мне просто реально не приходит. Вот в тупую просто не приходит. Ладно. Ладно. Будем морских ставить. Забыл шар бездны поставить. Уловый горн он поставил. Молодец, классно. Хотел сделать контент, но у меня не получилось, ребят. Вот, хотелось. У меня реально не получилось. Вот то, что вышло. Тут уж сорян. Сорян, но не получилось. Ну, контент хотелось сделать. Ну, видели сами, как бы. Пришла еще эта панда. Спасибо, замечательно. Так, морские, да? Одна панда мне не нужна, по идее. Это чтобы морских выставить. Так, вот сюда. Маги. Сколько мне нужны маги? Ну, вот 4 бога. Кунг-фу. Все, что нужно для жизни, как говорится. Так, у тебя же есть магическое сопротивление. Да, у тебя есть немножко магического сопротивления, поэтому тебе закидываем. Зевсу закидываем. Смотрим на то, сейчас как оно происходит. В принципе, неплохо. Не, ну у меня куча магического сейчас сопротивления, поэтому он мне даже особо... Ну, я его даже особо не чувствую. Отхила, конечно, никакого нету. Вот он мне сейчас и забрал, тем самым, потому что у меня нет никакого отхила. Просто дал чуваку пожить немножко. На самом деле он сейчас думает, боже, какой я рак. Более чем уверен, что он так думает. Так, это тебе. 4 кунг-фу, боги. Ну, в принципе, нормально. Жалко, я опять не могу выставить. Было бы вообще замечательно. Так, 2, 3. Сейчас будем смотреть. Я еще шмотки никакие не скину. Но мне на самом деле шмоток не хватает. Мне нужно алое сердце и радики, тогда вообще будет песня. Сайленс есть, Хекс есть, поэтому все замечательно. На самом деле, ну... Вообще шансов ему не оставляю. Ему бы 9 магов поставить, он бы тогда разваливал. Зачем он морских ставит? Я немножко не понимаю. Вот реально зачем он морских ставит? Одно яйцо пришло. Вот спасибо, конечно. У него здесь магическое сопротивление есть. А если... Тут ничего у меня такого нету. Хорошо. Так, Зевс, давай я тебя сюда поставлю, потому что манреген у меня есть. Манреген у меня есть. Магическое сопротивление у меня тоже сейчас есть. Есть МК, но у него мало на самом-то деле магического сопротивления, поэтому я буду делать Хана. Он, скорее всего, сейчас сделает себе 9 магов, и тогда у меня будут проблемы. Но он, не знаю, может это сделать или не может. Вообще не знаю, что он хочет сделать себе.
Пока что. А там сейчас посмотрим, на самом деле. Мне, на самом деле, выпадет 2 шмотки, все, это будет, ну, шик. МК упал. Вот это вот, ну... Блин. Так, что, ну БКБ есть? Ну БКБ нету, кстати. Есть магический, ну, колдовская цепь я возьму. Сейчас объясню, почему я ее взял, а не какую-то там другую шмотку. Есть блинк, но он на самом деле мне не нужен. Поэтому я сделаю так, так. И... Сейчас надо скипнуть некоторые предметы. Цепь мне нужна, потому что, смотрите, во-первых, она наносит урон. Это есть шанс, что сработает кунг-фу. Есть небольшой шанс, что сработает кунг-фу. А если оно сработает, то будет все замечательно. Ну, я его просто выношу сейчас без шансов. Он сделал себе полморские боги. Зачем, не знаю. но он зачем-то себе такую сделал сборку. Зачем? Он реально думает, что я его выношу чисто из-за того, что... Ладно, не знаю, что он там думает. Ну, пусть думает. Марси приходит. Я даже не знаю, есть ли шанс у меня то, что мне... Зачем мне... Есть ли шанс, что сейчас придет немножко другое? Зевс посередине. Ну, молодец. БКБ. Чисто хан стоит себе такой, ну ладно, ну БКБ так БКБ. Чё? Ну насколько же кунг-фу просто сломанная синергия? Невменяемо сломанная синергия. Но зачем он себе морских сделал, я не понял. Ну, кстати, знаете, что в чем прикол? Он сейчас уменьшила вдвоем хп. И у него есть огромнейший шанс, что он может дать мне по лицу. Ну, я не знаю, я буду Марси апать тогда и МК апну. А что делать? Реально, а что делать? Мне не придет панда в троечку. Я бы на самом деле некоторые предметы даже бы скипнул, но просто, я не знаю, придет мне хуже, лучше. Сейчас будем смотреть. Зачем он себе морских поставил? Я не понял. Он реально думает, что я бью морскими? Так я ж не бью морскими от слова совсем. Я бью кунг-фу, просто по лицу кунг-фу. Минус 90 сопротивления только что было, кстати. Ну все, вот, конечное. Он реально думал, что он мне защитится от, ну, от меня морскими? Удачи. На самом деле, я просто им подарил очень много раундов. Я мог бы намного быстрее все закончить. Но, как мы видим, кунг-фу плюс боги плюс, ну... Это развал. Это реальный развал, хотя он, на самом деле, если бы сделал, наверное, себе 9 магов, то у него был бы шанс. Мне так кажется. Но он поставил себе морских, я так не понял, и зачем он это сделал. Напишите в комментариях, что думаете вы. Но на самом деле, я думаю так. Я людям просто подарил игру. Ему очень хорошо везло. Ну и мне тоже как бы везло. Плюс имба кунг-фу, она не контрится. Если бы у меня панда была в тройку, было бы шикарно. К сожалению, идею, которую я хотел, не получилось сделать, но... Имеем то, что имеем. А так, ребят, всем огромное спасибо, кто смотрел этот ролик. Обязательно подпишитесь на канал. Не забудьте оставить свой лайк и телеграм-канал. В комментариях закреплен плюс. Клуба ID тоже. Всем спасибо, всем удачи.